Måneskin реакция. Мамма мия. Ребята, всем огромнейший привет. С вами преподаватель вокала Орлеана. Друзья мои, сегодня хочу вместе с вами посмотреть, что сейчас делает группа Måneskin. Если вы еще не знаете, кто такие Måneskin, хотя, наверное, это очень странно, если вы меня смотрите, скорее всего, вы знаете, кто такие Måneskin. Это победители Евровидения 2021. И благодаря им именно в этом году Евровидение будет в Италии. Если честно, ребята, про Måneskin я узнала только благодаря Евровидению. До этого у группы уже было очень много фанатов, поклонников по всему миру. У них был уже такой, в принципе, большой YouTube-канал, но там даже не было еще и миллиона подписчиков. Там где-то было, когда я их нашла, это было, наверное, может быть, 700 тысяч подписчиков. Потом они просто семимильными шагами начали набирать фанатов, людей, зрителей, которые заинтересовались их творчеством. И сейчас, внимание, ребята, давайте зайдем и посмотрим, сколько подписчиков теперь на официальном канале Måneskin. Ребята, 3,5 миллиона. 3,5 миллиона подписчиков у Måneskin. Меньше чем за год они набрали 3 миллиона подписчиков. Супер. Надо быть, наверное, просто Måneskin, чтобы на ютубе так быстро выстрелить. То выступление, которое было у них на Евровидении, мне зашло не сразу. Если вам интересно, можете посмотреть реакцию. Я в прошлом году на Евровидении делала достаточно много реакций, и как раз одна из реакций была реакция на победителей Евровидения, то есть на Måneskin, на их песню «Zeti Buoni», если я правильно произнесла, не знаю итальянского. Эта песня мне не сразу зашла, но когда она зашла, то она так сильно зашла, что уже просто не могла выйти никак. И потом я осознала, что все-таки это действительно самый крутой коллектив, самая классная песня, и ребята заслуженно победили. Такие все молоденькие, чуть больше 20 лет, кому-то 20. Это уже такой невероятный скачок в карьере. Что же будет дальше? Потрясающе. А сегодня, ребята, я хотела бы с вами посмотреть видео, одну из последних работ Måneskin. Интересно, чем они занимаются сейчас, набрав популярность, что сейчас они записывают. Ну что ж, погнали, смотрим. Дружище, а я напоминаю, если ты еще не подписан на мой канал и горит красная кнопочка, то срочно нажимай на нее, а также нажимай на колокольчик, чтобы он был сереньким, и ты получал уведомления о выходе новых видео. Приходи на премьеры и смотри реакции от меня. He's so fucking annoying. Ну, начинается. Ну, начинается. Что там за лексика такая непристойная? Ох, да, мое преподавательское начало не очень это одобряет. Что-то они там попивают такое горячительное. Ну ладно, не буду я на это сильно заострять внимание, но я это не одобряю. Опять же, я прекрасно понимаю, чтобы зацепить большую аудиторию, это просто необходимо, видимо, в наше время. Эпатажненько. Ну, Måneskin вообще относят к стилю глэм-рок. И я так понимаю, что это вся атрибутика, которая предполагает и определяет, наверное, этот стиль. Необходимо. И вот это вот странный топик, знаете, мне кажется, у меня в 13 лет был такой же топик с британским флагом. Вот барабанщик группы Måneskin сейчас в таком топике, какой был у меня в 13 лет. Нет, я, конечно, ничего против этого топика не имею, но все-таки я девочка.
А тут парень. Ну ладно, короче, это все. Еще посмотрите, какие яркие макияжи у всех участников группы. Это просто как будто бы племя майя. Ну куда же без этого, конечно. Я бы, может быть, отдельно песню бы послушала, я бы не заостряла такое внимание. Но мне кажется, это как-то... ну... Я поняла, почему бы я не могла быть массовой певицей. Потому что вот я бы, например, так бы не хотела. И не смогла бы, наверное, такой образ нести. Ну ладно, они парни. Им можно. Ладно, это, конечно, очень смешно, ребята. Это просто смешно. Ну, как бы ничего не могу сказать, это просто было смешно, но то, что один другому все-таки побил мордашку, это уже, ну, о чем-то говорит. В принципе, значит, еще что-то шевелится где-то. Топить своего друга в унитазе, конечно, за это, но это, мне кажется, это, конечно, слишком уже. Но, по крайней мере, это отражает некоторое, так скажем, ценностное отношение к определенным вещам. Ладно. Опачки, он что, его утопил в унитазе совсем? О май гад. О май гад. Что происходит? Ребята, ну это как минимум смешно все-таки. А что тут написано? Rest in peace. Расслабься in peace. Ну ладно. В общем-то, я поняла, они едут на тусовку куда-то, друга своего в унитазе утопили, да? Ну, в общем-то, это такой как бы подростковый стиль, да, то, что так очень сильно любят подростки, такой немного, даже не немного, наверное, максимально эпатажный, такой отвязный, да, развратный, грязный в чем-то стиль. Но, в общем-то, наверное, это, вот, опять же, ну, не на всю аудиторию заходит такое, но на большую, потому что все-таки молодежь, подростки, они это любят. Вот эту вот такую отвязность, свободу во всем, в самовыражении, в своих действиях. Это цепляет. В общем-то, мы понимаем, какая аудитория у этой группы, да, сейчас. Так, ну понятно, короче. Что я могу про это сказать? Ой, ёшкин кот. А что там было написано, да? Да, интересно. Boys will be executed. Мальчики будут казнены, вот в чем тут, да? В чем тут соль? О, Господи. Что за кошмар вообще? Чуваку просто досталось по всем параметрам, да? То его в унитазе утопили, теперь его закололи. Ну что это? Трэш. Жесть. Жесть, просто какая-то жесть, ребята, я не знаю. Ну, с точки зрения психологии, это вроде бы как говорят, что это нормально, что там фильмы ужасов, вот это вот все резево, месиво, да, вот это вот как бы это нужно, потому что человек, как бы не делая все это по-настоящему, он освобождается от этого вот этого негатива, вот этой темной своей стороны личности, да, то есть он через фильмы ужасов,
и через вот эту всю резню он как бы проживает это, ему в жизни это не нужно. То есть с точки зрения психологии это хорошо. Но, не знаю, как-то это уж совсем... You wanna handle me, but I'm a bit too much. I'll burn all. Мне кажется, ребята, вот это то, что у меня сейчас реакция, это вот как бы вот такая реакция, в принципе, может быть, больше, ну, какой тут вокал, да? Что я как преподаватель вокала буду сейчас вам говорить и какой-то там анализ проводить? Ну, по вокалу тут у нас один единственный прием с легким расщеплением, да, у вокалиста такой, как бы, в принципе, стиль пения. Но что это, Виктория? Ладно, окей, это же постановка, все. The place down. 'Cause I'm too fucking hard. Oh, mamma mia, mother asked me, but I was just having fun. Да, ребятки, да, потажнички. Ну, в общем-то, они уже о себе заявили на Евровидении в таком стиле. Может быть, конечно, этого всего не было на Евровидении, но, в принципе, тот стиль пения, в котором они все это показывали, он уже подразумевал под собой такое именно поведение и в клипах, и, ну, и на сцене все это мы видели, да. Ну, не все, не все. То есть мы там видели только какую-то малую часть того, что, по идее, нам показывает стиль глэм-рока, такое отрицание. Бя, ладно. I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs. They ask me why, 'cause I'm Italiano. Потому что я итальянец. Ну, песенка вообще-то прикольная. Песенка прикольная, интересный вокалист, интересный голос, интересный вокал, да. Ну вот такие они. Такой вот у них стиль, такой эпатаж. Вот именно таким образом они привлекают публику. Ну почему бы нет? Когда-то же существовал стиль глэм-рока. Почему они не могут его продолжать? Ну, знаете, все, что я сейчас смотрю, там, например, даже та же Билли Айлиш, что она делает, да, ну, это все такая игра, наверное, на каких-то немножко низких чувствах, низких потребностях, низких проявлений, побуждений, да, и, ну, вот так оно, вот так вот. Можно только ржать над этим. Oh, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can't lie again. Oh, mamma mia. Ну, мне интересно, как вокалист поет таким тембром и таким приемом все время, такой с расщеплением, с хрипотцой, да, как мы говорим, с расщеплением, немножко расщепленным звуком. И это так вот у него гармонично получается. Это, знаете, такое ощущение, что он родился вот именно с такой манерой. Если посмотреть самые старые записи видео Måneskin на канале, то вы отметите, что такая манера и такой звук, такое звукоизвлечение было у солиста уже с самого начала. То есть этому он не обучился в какой-то момент. Ну, может быть, он этому и обучился, но раньше, чем сняли то первое видео на официальный YouTube-канал. Это очень забавно. Мне интересно, как он так поет. Я даже не... Ну, как, я представляю чисто технически, но то, что он поет все абсолютно таким звуком, это вызывает интерес. Give me a command and I'll do what you ask, 'cause my favorite music's your on. Да, интересный, кстати, был сейчас элемент, да, вот это вот быстрое, свет такой мигающий. Не знаю, я, наверное, уже не в том возрасте, чтобы на это так сильно реагировать. Все-таки мне не 17 лет и не 20. Хотя в 20 лет, мне кажется, мне показалось бы это тоже бы уже чем-то таким слишком детским. Но ребята работают вот на... Мне кажется, аудитория, знаете, какая у этой группы? 13, может быть, и раньше, да? 13-17 лет вот такого возраста. Все-таки уже дальше, уже... Ну, мы обычно такое не слушаем. Да? Ну, как мне кажется. Мне кажется, я вот эту группу слушала бы максимум там до 17 лет.
Сейчас я уже так понимаю, что это, меня-то, по крайней мере, то, что я вижу, если даже музыка меня может зацепить, то вот именно то, что происходит на экране, мне кажется, господи, что за детский сад? Ну вот ладно, вот так. Ну хотя какой детский сад? Тут вообще-то все по-взрослому. Засунули руку себе в штаны, ну, как бы, конечно. Боже, я никогда больше их смотреть не буду. Это травмирует мою девичью психику. Да. Виктория, что вы делаете с нами? С ума сойти. Да. Да. Шок. Ну вот ребята работают вот в таком стиле. Песню несколько раз можно, вот лично для меня, несколько раз я бы ее послушала. Но, конечно, вот все-таки песня, наверное, с которой они победили на Евровидении, она меня больше цепляет. Ну, может быть, если я послушаю эту песню так же много раз, как и песню на Евровидении, она бы мне тоже так же зашла и понравилась. Но, учитывая, что я уже посмотрела видео, мне как-то не хочется больше смотреть. Ну вот, ну как-то так. Ну, вообще, ребята так-то прикольные. Они же, ну, насколько мне известно, Виктория и гитарист, Викторию я знаю по имени, а гитариста до сих пор не знаю. Они учились или до сих пор, ну, сейчас уже вряд ли, конечно, учатся, как можно такую карьеру совместить с учебой, даже не представляю. Наверное, может быть, они уже закончили, да, по-моему, они учились в консерватории имени Монтеверди. В Италии в Риме есть такая консерватория, насколько мне известно. Ребята, если я что-то путаю, напишите в комментариях. Так вот, в общем-то, это очень культурные, очень образованные музыканты к своим 20-21 году. Да? И то, что они делают, конечно, вот на экране, это только лишь для того, чтобы привлекать аудиторию, эпатировать. То есть это та группа, которая набирает свою популярность в большей степени через эпатаж. Они поняли, как нужно раскручиваться, и вот они в таком стиле и идут. Глэм-рок, да, я согласна, что этому коллективу очень подходит. Ну вот и вокалист такой, который поет, да, в этом стиле хорошо, и смотрятся они все вместе в этом стиле прикольно. Ну, как сейчас, в принципе, раскручиваться, не эпатируя публику, это даже... Ну, мне кажется, невозможно сделать, если группа действительно хочет большую популярность. Посмотрим, что они будут делать позже. Я ненавижу эту какое-то там матерное слово песню. Я ненавижу эту драную песню. О май гад. Знаете, ребятки забавляются, ребятки отжигают, ребятки... Ну, ладно, сейчас соберу мысли в кучу и все расскажу, что я про это думаю. Ребята, в общем-то, я могу сказать, что я сейчас немножечко пришла в себя после увиденного. И хочу сказать, что, ну, в общем-то, я ни одно слово назад не забираю. То есть все, что я сказала в момент реакции, оно все остается, да. Ну, это же реакция. Как можно реагировать? Мы только так и реагируем, как мы можем реагировать. Больше никак. Где-то в середине видео я думала, что к концу песни, к концу этого видео я просто возненавижу этот коллектив и больше никогда не буду их смотреть и вообще делать реакции на них. И вообще следить за их творчеством. Потому что они какие-то противные, какие-то... Что они там делают? Ну, кошмар, просто кошмар. Ну, я педагог, я преподаватель, я не должна вот это смотреть. Но у меня не на таком уровне абсолютный педантизм, и я
Тоже была когда-то подростком, да, и тоже когда-нибудь бы, наверное, раньше, если бы они, ребятки, были там лет так, 15 назад, то я бы очень сильно, возможно, бы полюбила бы этот коллектив и слушала, и смотрела бы. Но сейчас я просто понимаю, что слушать мне их хочется, наверное, больше, чем смотреть. Вот так. Ну, вот как бы это ни было, они сами по себе, как музыканты, как персонажи, они очень приятные, очень притягательные. Песни у них интересные, цепляющие, да, даже мне они нравятся, несмотря на то, что вроде бы там музыкально каких-то супер таких вот чего-то нового нету. Но песни запоминающие, западающие в душу. То, что они там творят в этих видео, что они там делают, да, там развратничают и то есть все это на экране, да, показано, и там в унитазе друг друга топят и закалывают так, что кровище по стенам плещут, да. Ну, это все такое вот немножечко, как сказать, как это называется? Надо вспомнить. Есть какой-то термин прямо в психологии. Ребята, если вы занимаетесь психологией, вы знаете, напишите, пожалуйста, вот этот термин, который означает феномен того, что нам полезно смотреть фильмы ужасов, там, где кого-то убивают, там резня. Мы как бы просматривая все это, в реальности не проживая, мы освобождаемся от этих там ощущений, мыслей и там каких-то, может быть, действий даже. Нам как бы в жизни это не нужно, потому что мы это все посмотрели и выплеснули свои негативные эмоции через это. Напишите мне в комментариях, как это называется, если вы близки к психологии. Я что-то подзабыла этот термин. Вот. Тем не менее, ребята, вот сейчас уже, когда песню я послушала, я хочу сказать, что ребята все равно мне очень сильно, я им или они мне симпатизируют. Наверное, я им симпатизирую все-таки. Или они мне. Короче, я запуталась. Мне нравятся сами по себе ребята. Они очень приятные. То есть это видно, что они сейчас играют такие роли. Это такая роль. И, ну, пускай каждый выбирает свое, да. И продюсеры выбирают. Может быть, они не сами выбирают, но, скорее всего, продюсеры лучше знают, как им набирать популярность. В общем-то, ребята, успехов вам! Песни прикольные, ребятки, вы такие зажигательные, и я до сих пор понимаю, что, ну и классно, что вы победили на Евровидении. Надеюсь, что ваша карьера будет расти семимильными шагами. То, в общем-то, как она сейчас и развивается. Желаю вам этого. Ребята, если вам понравилось это видео, поделитесь им, пожалуйста, со своими друзьями в социальных сетях, ведь это помогает развитию моего канала. А также будьте подписаны на этот канал и приходите на премьеру новых видео. А с вами преподаватель вокала Орлеана. Не прощаюсь, ребята, мы еще обязательно с вами увидимся. Пока!